Эксперты, которые появлялись в эфире Бильд, все чаще произносят словосочетание «привыкание к войне». Нормально ли это? Надо ли этого стесняться? Мы спросим у доктора Комаровского. Евгений Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Слава Украине. Евгений Олегович, а вы привыкли к войне? Да, я привык к войне. Да. Ну, знаете, для врача это вообще типично, особенно для человека, у которого за плечами там более чем десятилетний опыт реанимации. То есть я как бы понимаю, что такое экстремальные ситуации, которые длятся годами, в нее тяжело войти, согласиться с этим, принять то, что она произошла. Поэтому очень-очень сложные были первые там 2-3 недели. Но потом произошла адаптация. Сейчас, когда алгоритм действий более-менее понятен, когда понятно, что ждать, что делать, кому ты можешь реально помочь, я считаю, что да, это привыкание. Не хотелось бы к этому привыкать. Просто констатируя, что возникает привыкание, мы констатируем, что мы превратили острейшую проблему в рутину, не решив ее быстро. А это привыкание, это что-то стыдное, если хотите? То есть надо избавляться от этого чувства или нет? Или это Прежде всего, нормально? надо понимать, что это симптом. Симптом. Вот когда начинается что-то острое, да, и мы быстро эту проблему решили, то это хорошо. Это идеальный вариант исхода. У врачей есть такая поговорка: сколько болеет, столько выздоравливает. Вот когда болезнь длительная, она не бывает так, чтобы она закончилась мгновенно. Вот и сейчас, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что то, что мы привыкли, это значит, болезнь стала хронической. И теперь восстановление, вот мы сейчас болеем уже почти 3,5 месяца, вот значит минимум еще 3,5 месяца нам надо будет, чтобы вздохнуть спокойно и убедиться, что с неба ничего не падает. Еще раз говорю, минимум еще 3,5. Евгений Олегович, тут я вижу у вас рисунки за спиной, это детские рисунки. А Да, как, это детский рисунок. да, как с детьми говорить о войне? Причем вот с детьми разного возраста, и теми, кто еще в школу не ходит, и с теми, кто в школу ходит. Мне кажется, что поскольку последние 3,5 месяца я только и делаю, что отвечаю на вопрос, как говорить с детьми о войне, то мне кажется, что все, кто мог, уже с детьми о войне поговорили. Самое главное, не пытаться юлить, а сказать, это враг, он реально хочет нас убить. А наша задача дождаться победы и уцелеть. И легко говорить с детьми, когда ты на белой стороне. Но я не знаю, как объяснить ребенку, что мы с тобой живем в стране, и наша страна с какого-то непонятного бадуна из-за таракана в голове нашего фюрера решила получить жизни соседнюю страну. Вот как это объяснить, я не знаю. Тут есть ребенком... еще один аспект. Ребенок, если он ходит в школе, он в школе слышит такое, да, он слышит такую пропаганду. Вот стоит Да. ли это переучивать, что называется, прямо сразу, или дождаться, пока он вырастет и сам поймет? Вы знаете, по поводу, вот вы сейчас вспомнили, по поводу школы, я вам скажу так, что я в самом начале войны, на второй день войны, я завел в телеграм-канал, который называется «Здравствуйте, доктор. Письма войны». Там уже более 5000 писем из России, Украины, Беларуси, со всего мира. Люди рассказывают о войне. И вот буквально сегодня я получил письмо, вот, которое иллюстрирует школу. Как ребенок детям предложили нарисовать пасхальное яйцо. И мама нарисовала 6-летнему ребенку контур яйца, а ребенок сам раскрасил это кольцо в желто-голубой цвет. И к маме вечером уже пришли и объяснили ей, что они уже на учете, что поступила жалоба от соседей, и теперь, если еще одна жалоба, ребенка заберут. Вот как работает эта власть. Чистый фашизм. И как быть, как объяснять детям? Или лучше не трогать, что называется, не подставлять ребенка в школе? Сейчас в острой фазе, когда фашизм силен, когда за каждым следят, вы реально рискуете жизнью. Потому что если у вас ребенок-подросток, или у вас с ним настолько доверительные отношения, что вы уверены в том, что ваш ребенок может держать за язык за зубами, то можете обсуждать и рассказывать. Но, к сожалению, для любого ребенка, то есть до подросткового возраста, вряд ли можно найти общий язык. И в ситуации, когда рассказывать правду детям нельзя, поэтому лучше молчать. А для любого подростка общение со сверстниками всегда более доверительно, чем общение с родителями. Поэтому гарантию, что заложит
практически никакой никто не даст. Это очень опасно. Очень. Тоже вопрос, который касается детей. Начались каникулы летние, и просто страшно представить, как сейчас те дети, которые остались в Украине, они все это время где, как, с кем? Есть ли на эту тему какая-то дискуссия в украинском Но, обществе? простите, они же очень по-разному, очень по-разному. На освобожденных территориях чуть ли не самая большая опасность отпустить ребенка, чтобы он не пошел куда-нибудь в лесопосадку, в лес, потому что там все заминировано, и надо еще это все разминировать. В городах, которые редко подвергаются обстрелам, просто быть на связи и показать ребенку, куда бежать при возникновении сирены. Там, где оккупированные территории, в Херсоне держать язык за зубами, в Лисичанске сидеть в подвале, не высовываться. Понимаете, сколько проблем? Но везде жара, дефицит чистой воды, дефицит времени у родителей, которые не могут уделить ребенку достаточное внимание. И самое главное, у всех политических лидеров мира четкое отделение на детей Украины и всех остальных. И главное, чтобы на всех остальных с неба не упало. Поэтому давайте мы еще потерпим, пока детей Украины еще пару сотен убьют, а тогда мы таки решим, что надо поставить системы, которые закрывают небо. Вы сказали об условиях, в том числе, в которых находятся дети и другие жители Украины, тех территорий, где война прошла. Насколько вы ожидаете каких-то действительно эпидемий, таких болезней, как холера или чего-то подобного? Там, где война прошла, в любом случае все определяется исключительно состоянием систем водоснабжения и систем канализации. В Мариуполе война прошла или не прошла? Но ни систем водоснабжения, ни систем канализации там нет. У каждой болезни своя причина, понимаете? Для холеры крайне актуально это обеззараживание воды. Если нет доступа к чистой питьевой воде, берем Николаев, который не под оккупантами, но который регулярно обстреливается, там регулярно возникают проблемы с питьевой водой, поэтому это действительно реально опасная территория, просто потому что люди не всегда могут обеспечить себя чистой водой, помыть руки, обеспечить дезинфекцию. Это повышает риск не только холеры, но и дизентерии, сальмонеллеза и любой болезни, там, связанной с кишечной палочкой и так далее, и так далее. То есть ситуация неоднозначна. Сейчас, к счастью, за счет того, что лето, открыты окна, резко уменьшилось количество респираторных вирусных инфекций, но тем не менее с кишечными инфекциями ситуация крайне напряженная. Опять-таки во многих городах, где из-за обстрелов, из-за повреждения электростанций, из-за дефицита топлива, бензина, того же, солярки, возникают перебои с электричеством. Естественно, когда возникают перебои с электричеством, невозможно подать горячую, холодную воду в дома, что, естественно, влияет на состояние общественной гигиены, что, опять-таки, увеличивает риск инфекций, и пищевых в том числе. Насколько медицинская система Украины сейчас адаптировалась к тем условиям, военным, которые есть? Мы с вами говорили несколько месяцев назад, и вы говорили, чего не хватало. Вот сейчас насколько получилось эту ситуацию нормализовать? До нормализации ситуации речи нет, хотя бы потому, что огромные проблемы с оказанием плановой медицинской помощи. Медицинская система настолько перегружена острыми ситуациями, связанными с войной, настолько заточена сейчас на первоочередную помощь военным и людям, которые пострадали от военных действий, что речь про инфаркты, инсульты, гипертонические болезни, гастриты и все остальное практически не идет. И, к сожалению, вот эти нелеченные, несвоевременно выявленные и пролеченные эндокринные заболевания, сахарный диабет, онкология, все это даст Украине, даже если война закончится сейчас, но это даст такой рост летальности, такой рост проблем, это огромная проблема. Еще один спектр проблем, выходящих за рамки войны, это количество людей, нуждающихся в психиатрической и психологической помощи. Это, наверное, каждый второй житель Украины сейчас в этом нуждается. И в Украине с этим проблема была и до войны, и сейчас она очень обострилась, но с психологами и психиатрами в Украине очень большая проблема. У нас не принято долгие годы, чтобы врачи общей практики, семейные врачи лечили депрессию, синдром панических расстройств. Считается, что этим должны заниматься психиатры, а сейчас другое время. Поэтому система перестраивается, адаптируется, специалисты учатся, но тем не менее можно говорить о дефиците специалистов, которые уехали, но пациенты тоже уехали в огромном количестве. Вот такая ситуация.
Спасибо большое. Евгений Комаровский был с нами на связи. До свидания. Всего доброго. Слава Украине.